devotees, welcome back to our discussions on the glories of our beloved Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна, дорогие преданные! Добро пожаловать на наши беседы о славе нашей возлюбленной Шри Вриндаван Дхамы. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarane. All glories to our beloved Srila Prabhupada. Вся слава нашему дорогому Шриле Прабхупаде. Today, rather than focus on a particular place in Vrindavan as we generally do, I thought we could just wander through a few forests and a few lila stands here and there in Vrindavan. Сегодня вместо того, чтобы сосредоточиться на конкретном месте во Вриндаване, как мы обычно делаем, я подумал, что мы могли бы просто бродить по нескольким лесам и посетить несколько лила-стан здесь и там, во Вриндаване. To just wander around Vrindavan, as we've mentioned before. В действительности, как мы уже упоминали ранее, это нормально просто бродить вокруг Вриндавана. Early in the 1970s, when my godbrother Madhavananda Prabhu arrived in Vrindavan, he went to see Srila Prabhupada in his quarters in our Krishna Ballarama Mandir. В начале 1970-х годов, когда мой духовный брат Мадхавананда Прабhu приехал во Вриндаван, он отправился увидеться со Шрилой Прабхупадой в его апартаментах в Кришна Баларама Мандире. Memories interview, like many of my godbrothers and godsisters have given their memories in an interview. He states, quote, "When we arrived in Vrindavan, I remember walking into Srila Prabhupada's room, and after paying my obeisances, I said, Srila Prabhupada, what should we do now here in Vrindavan? So Srila Prabhupada looked at me, and with a smile he said, just wander, just wander." В своей беседе о воспоминаниях, как вы знаете, многие духовные братья и духовные сестры давали интервью о воспоминаниях, он констатирует: когда мы прибыли во Вриндаван, я помню, как вошел в комнату Шрилы Прабхупады, и после того, как я поклонился, я сказал: «Шрила Прабхупада, что нам теперь делать здесь, во Вриндаване?» Шрила Прабхупада посмотрел на меня и с улыбкой сказал: «Просто броди, просто броди». So, it's safe to just wander in Vrindavan. Поэтому это безопасно просто бродить по Вриндавану. How is that? Because everywhere you go, you're reminded of Krishna, and that's the safest position in this world. Как это так? Потому что куда бы вы ни пошли, вы вспоминаете о Кришне. Это самое безопасное место в этом мире. It's not like being, we say in English, footloose and fancy free in the material world. It's not like that. Это не похоже на то, как мы говорим по-английски, свободный как ветер в материальном мире. Because Это in the не так. material world, there's danger at every step. Потому что в материальном мире есть опасность на каждом шагу. But in Vrindavan, one makes spiritual progress with every step that you make in the holy Dham. Но во Вриндаване вы совершаете духовный прогресс с каждым шагом, который вы делаете в Святой And when the Дхаме. day's over, you finish your parikrama, you actually feel purification. Когда день заканчивается, вы заканчиваете свою парикраму, вы действительно чувствуете очищение. There's a famous American author, his name was Henry David Thoreau. He wrote, quote, "I took a walk in the woods and came out taller than the trees." Есть известный американский писатель. Его звали Генри Дэвид Торо. Он писал: «Я прогулялся по лесам и вышел выше, чем деревья». In other words, he felt better for his walk. Другими словами, после прогулки он почувствовал себя лучше. So you walk in Vrindavan, Chaito Darpanamarjanam, and some little appreciation, some affection, someday some love comes for Braj. Вы гуляете по Вриндавану, и вдруг Четодарпанамарджанам, и немного признательности, немного привязанности, немного любви к Враджу придут когда-нибудь. Поэтому мы сегодня собираемся побродить. So let's take off from where we left off in our last lecture. Давайте начнем с того места, на чем мы остановились в нашей последней лекции. You may remember we were in the forest of Kushavan. Вы, возможно, помните, что мы были в лесу Кушаван. So from Kushavan, we'll walk in the western direction of
Sheshashayi. Из Кушавана мы пойдем в западном направлении к Шешашаи. In doing so, we'll pass through the ancient forest of Kotaravan. При этом мы собираемся пройти через древний лес Катараван. Now, I found out that Kotaravan is a favorite pastime forest for cowherd boys. Я узнал, что Катараван является любимым лесом лил для мальчиков-пастушков. I read that even during Krishna's time, 5,000 years ago, the trees in that forest were so old that many of them were hollow. Я читал, что даже во времена Кришны, 5000 лет назад, деревья в этом лесу были такими старыми, что многие из них были дуплистыми. Now, in Sanskrit, the word for hollow is kotara. На санскрите слово, обозначающее полость и дупло, котара. And from kotara, we get Kotaravan, the forest where the trees are hollow. А из слова катара мы получаем катараван, лес, где деревья дуплистые. So, Krishna and his friends would bring their cows, to graze in this Kotaravan. And while the cows were grazing, the boys would hide from each other in the hollows of the trees. Кришна и его друзья приводили туда своих коров, чтобы они паслись в Катараване. И пока коровы паслись, мальчики прятались друг от друга в дуплах деревьев. So in your mind, you can imagine all these big trees that are hollow inside. The boys are, running and hiding from each other in Kotaravan. Таким образом, вы можете представить в уме все эти большие деревья с дуплами внутри. Мальчики бегут и прячутся друг от друга в Катараване. And it's also described they would play holy there, meaning throwing the colors. And by throwing the colors in the forest, it's described the green foliage of the forest turned into a rainbow of colors. Также описано, что они будут играть в холли, что означает бросание красок. И описывается, что, бросая краски в лесу, зеленая листва леса превращалась в радугу цветов. Now, one time after playing all morning in Kotaravan, the boys had worked up an especially, how could you say, fierce appetite. Однажды, после того, как они все утро играли в Катараване, у мальчиков, как бы это сказать, разыгрался очень сильный аппетит. But their lunches had not arrived yet. Но их обеды еще не принесли. Now we know sometimes the boys, they bring their lunches with them to the forest, but other times their mothers make their lunches and send their lunches with servants out to the forest. Иногда мальчики приносят с собой свои обеды в лес, но иногда их мамы готовят обеды и посылают их обеды в лес со слугами. But the lunches weren't coming. Но обеда не было. So after waiting for a while, Krishna actually sent a boy up a tree to look, and he called out to him, "Do you see the lunches coming?" Подождав некоторое время, Кришна послал мальчика на дерево, чтобы посмотреть, и спросил у него: «Ты видишь, как обеды приближаются?» So the boy cried out, "No, I don't see anything," and he climbed back down. Но мальчик закричал в ответ: «Нет, я ничего не вижу», и спустился вниз. So then Krishna and his friends, they had an istagosti. They had a meeting about what to do. Затем у Кришны и его друзей было иштагошки, совещание о том, что нужно делать. And during the discussions, one boy was holding his stomach and he was saying, "What can we do to keep from starving?" Во время обсуждения один мальчик держался за живот и говорил: «Что мы можем сделать, чтобы не умереть с голоду?» So then Balaram spoke up. А затем заговорил Баларама. He said, "Friends, do not despair. Just nearby is a village of pious souls. Why not go there and ask them for some milk to tide us over? Surely they would be sympathetic to our plight." Он сказал: «Друзья, давайте не будем отчаиваться. Совсем рядом находится деревня благочестивых душ. Почему бы нам не пойти туда и не попросить у них немного молока, чтобы накормить нас? Несомненно, они с пониманием отнесутся к нашему тяжелому положению». So all the boys, they jumped up and they cheered and they ran to the village of the pious souls. Все мальчики вскочили и зааплодировали и побежали в деревню благочестивых душ. Where sure enough they were given paya, which is a Sanskrit word for milk.
где, конечно же, им дали пая, что на санскрите означает молоко. And since that time, that village has been called Payagrama, or the village of milk, the milk village. С тех пор эта деревня называется Паяграма, деревня молока или молочная деревня. A very simple but very sweet pastime. How Krishna always takes care of his devotees, Krishna and Balaram. Очень простая, но очень сладкая лила, как Кришна и Баларама заботятся о своих преданных. Now there's another spot in Kotaravan, it's called Dadhigram. В Катараване есть еще одно место, оно называется Дадхиграм. This place is famous because one time Krishna stole yogurt, dadhi, from a group of gopis who were passing through there. Это место славится тем, что однажды Кришна украл йогурт, дадхи, у групп гопи, которые проходили там. And he gave it to his hungry cowherd boyfriends. И он отдал его своим голодным друзьям, мальчикам-пастушкам. Now in Hindi we say dahi, but in Sanskrit yogurt is dadi. На хинди мы говорим дахи, но на санскрите йогурт это дадхи. So at that place, Dadigram, there's a deity of the goddess Parvati, the wife of Lord Shiva, on a small hill. It's a little hill there, so she's on a small hill next to a lake. В этом месте Дадхиграма на небольшом холме рядом с озером есть божество богини Парвати, супруги Господа And because the Шивы. gopis would offer yogurt to her every day, she's known as Dadi Devi. Потому что гопи каждый день предлагали ей йогурт, она известна как Дадхи Деви. And the lake is called Dadi Kund. А озеро называется Дадхи Кунда. So one day, as the gopis were bringing their offerings to Dadi Devi, Parvati, Krishna and his friends, they blocked the way and they demanded the yogurt pots the girls were carrying. Однажды, когда гопи несли свои подношения Дадхи Деви, Парвати, Кришна и его друзья перегородили им путь, и они потребовали горшки с йогуртом, So as they did которые this, one несли gopi девочки. said, Когда они это сделали, одна гопи сказала: Krishna, this yogurt is meant for Devi. Are you not afraid to steal from the gods? That's a sin. Кришна, йогурт предназначается для Деви. Ты не боишься воровать у богов? Это грех. But Krishna just smiled and pressing his walking stick into the ground, he said, Foolish woman, don't you know that Parvati, Saraswati, and Kali are all my maidservants? The best way to serve them is to please me. Но Кришна только улыбнулся и, воткнув свой посох в землю, сказал: «Глупые девчонки, разве вы не знаете, что Парвати, Сарасвати и Кали все являются моими служанками? Лучший способ служить им — это угодить мне». And when Krishna said that, some of the gopis covered their ears, and while others shrieked in disbelief. Когда Кришна сказал это, некоторые гопи закрыли уши, в то время как другие закричали в недоумении. So taking advantage of the gopis' confusion, Krishna and his friends, they stole all the gopis' pots of yogurt. Воспользовавшись замешательством гопи, Кришна и его друзья украли все горшки гопи с йогуртом. And then to prove his point, Krishna ran to Dadi Kund, and that small hill, and he, right in front of Dadi Devi, Parvati, he distributed all the yogurt to his friends who happily ate it. А затем, чтобы доказать свою правоту, Кришна побежал к Дадхи-кунди, к небольшому холму, и прямо перед Дадхи-деви, Парвати, он раздал весь йогурт своим друзьям, которые с удовольствием его Then he съели. said, Girls, just see how happy Dadi Devi is. Затем он сказал: «Девчонки, только посмотрите, как счастлива Дадхи-деви». And sure enough, when the gopis looked at the deity of Parvati, of Dadi Devi, they saw a beautiful smile on her face. И действительно, когда гопи посмотрели на божество Парвати, на божество Дадхи-деви, они увидели прекрасную улыбку на ее лице. But the Acharyas say, unwilling to trust their eyes and minds, the girls covered their faces with their veils. Но ачарьи говорят, не желая доверять своим глазам и уму, девочки закрыли свои лица вуалями. Now there's another interesting holy place in a forest nearby called Kadravan.
В лесу неподалеку есть еще одно интересное святое место под названием Кхадраван. Now, Srila Narayana Goswami, he says in his Braja Bhakti Vilas, he says, Bhadra Shukla Chaturayam tu Gatva Kadravanam Shubham Prartha Mam Kurute Yashtu Sutir Bhutva Samashrita. He says, on the 4th day of the bright fortnight of the month of Bhadra, having gone to Kadravan, one should offer prayers in a pure, surrendered mood. Шрила Нараяна Бхатта Госвами говорит в своей Враджа Бхакти Виласе: на 4-й день светлой половины месяца Бхадра, отправившись в Кхадраван, человек должен предложить молитвы в настроении чистой преданности. And then he gives the prana mantra for Kadravan. Затем он дает пранама-мантру для Кхадравана. Nama Kadravana Yaiva Nana Ramya Vibhutaye Deva Gandharva Lokanam Varadhaya Namoshtute. He says, obeisances to Kadravan, having multitudes of splendor. Obeisances to that forest which bestows benedictions even on demigods and Gandharvas. Он говорит: поклоны Кхадравану, обладающему множественным великолепием. Поклоны этому лесу, который проливает благословение даже на полубогов и гандхарвов. And then he gives a prana mantra for another lake called Madhavakund. А затем он дает пранама-мантру для другого озера, которое называется Мадхавакунда, Which is situated in Kandravan. которое расположено в лесу Кадраван. Tirtharajas namastubhyam madhavashnapna naudbhava trivargaphala dhayaiva namaste moksha dayine. Obeisances to you, O King of all Tirthas, O Kunda born from the bathing of Mahadeva. Obeisances to you who bestows the 4 goals of human life, Dharma, Artha, Kama and Moksha. Поклоны тебе, о царь всех тиртх, о кунда, рожденная от омовения Мадхавы, поклоны тебе, кто дарует 4 цели человеческой жизни: Дхарму, Артху, Каму и Мокшу. So Kadravan, the name of this forest comes from the word Kaya Ro. Кадраван, название леса, происходит от слова Кая-ро. Kaya Ro, I'll explain. Кая-ро. Я поясню. One time Lord Balaram was coming back to Vrindavan after having spent a long time in Dwaraka. Однажды Господь Баларама возвращался во Вриндаван после того, как он провел долгое время в Двараке. He's coming back in a chariot. Он возвращался на колеснице. And as he entered into this forest in Vrindavan, there was a group of cowherd boys who were like so surprised to see Lord Balaram after so many years. И когда он вошел в этот лес во Вриндаване, там была группа мальчиков-пастушков, которые были так удивлены, увидев Господа Балараму после стольких лет. And they looked at him in astonishment, and he smiled. He said, Kayaro, which means, what's the good news? Они смотрели на него в изумлении, и он улыбнулся. Он сказал: «Кхаяро, кхаяро», что значит «каковы хорошие новости». So then that's where the forest got its name. Kadravan comes from Kayaro. Вот как лес получил свое название. Кхадраван происходит от Кхаяро. The forest where Balaram asked, what's the good news, boys? Лес, где Баларама спросил: «Каковы хорошие новости, мальчики?» So the boys replied, the good news is that you, Lord Balaram, have come back to Vrindavan. И мальчики ответили: «Хорошие новости в том, что ты, Господь Баларама, вернулся во Вриндаван». So it's actually very interesting, that after leaving Vrindavan for Mathura and Dwarka, Balaram's coming back after a long time.
Очень интересный факт. Вы знаете, что после отъезда из Вриндавана в Мадхуру и Двараку Баларама возвращается спустя But only долгое Balaram's время. coming back, not Krishna. Но возвращается только Баларама, а не Кришна. Actually, we often hear that after Krishna left Vrindavan, he never came back. Мы часто слышим, что после того, как Кришна покинул Вриндаван, он никогда не возвращался. And it may sound cruel, Это может звучать жестоко, but there's some good reasons why Krishna didn't come back. но есть несколько веских причин, по которым Кришна не вернулся. Number one, Krishna wanted to rid the world of very powerful demons like Jarasandha, who were planning to attack, Dwarka, Mathura, Vrindavan. Во-первых, Кришна хотел избавить мир от очень могущественных демонов, таких как Джарасандха, которые планировали напасть на Двараку, Мадхуру, Вриндаван. And a more subtle reason that Krishna stayed away from Vrindavan, because by doing so he was increasing his devotees' love for him in separation. И более тонкая причина, по которой Кришна оставался далеко от Вриндавана, потому что, поступая так, он увеличивал любовь своих преданных к нему в разлуке. There's that saying, separation makes the heart grow fonder. Есть такая поговорка: разлука делает сердце более любящим. Actually, Bhagavatam says that. Бхагаватам говорит об этом. 10th canto, 47th chapter, verse 35. 10 песни, 47 главе, стих 35. Yata dhura chara prashte mana avisya vartate stuninam chana tata cheta sanikriste shi gochare. Bhagavatam says, when her lover is far away, a woman thinks of him more than when he is present before her. It's Bhagavatam. Бхагаватам говорит: когда возлюбленный далеко, женщина думает о нем чаще, чем когда он находится рядом с ней. Of course, there are statements in our shastras that Krishna did come back to Vrindavan, or even that he never left Vrindavan. Конечно, в наших шастрах есть утверждение, что Кришна вернулся во Вриндаван, или даже что он никогда не покидал Вриндаван. In the Lagu Bhagavatamrita, Sri Rupa Goswami says, Vrindavanam parit yaja padamekam nagachati, that Krishna never takes a step outside of Vrindavan. В Лагху Бхагаватамрите Шрила Рупа Госвами говорит, что Кришна никогда не выходит за пределы Вриндавана. And even when he does, Rupa Goswami says in the same Lagu Bhagavatamritam, Braje prakata lilayam turinmasan virahaho, that he's only gone for 3 months. Но даже когда он это сделал, Рупа Госвами говорит в той же Лагху Бхагаватамрите, что его не было всего 3 месяца. And Rupa says that even in that time, that short 3 months while he's away from Vrindavan, he would appear to some Brajabasis in their hearts. И Рупа говорит, что даже за те короткие 3 месяца, когда он был вдали от Вриндавана, он явился некоторым Враджаваси в их сердцах. So such appearances in the hearts of devotees, like in those instances, Nectar Devotion calls that Vishpurti or Avirbhava. Avirbhava. Такие явления в сердцах преданных, как в тех случаях, нектар преданности называет Вишпурти или Авирбава. So how to accommodate these two apparently opposing views that Krishna left Vrindavan, but then again he didn't leave Vrindavan? Каким же образом согласовать эти два явно противоположных мнения, что Кришна покинул Вриндаван и что Кришна никогда не покидал Вриндаван? So Srila Vishwanath Chakravarti Thakur resolves this issue by explaining that Krishna has 2 types of pastimes in Vrindavan. One is called aprakat lila, which means unmanifested, and prakat, which means manifest. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур разрешает эту проблему, объясняя, что у Кришны есть 2 вида лил во Вриндаване. Один называется апраката лила, что означает непроявленный, и
проката, что означает проявленные. His unmanifest pastimes are going on eternally in Vrindavan, but only pure souls can see them. Его непроявленные лилы вечно продолжаются во Вриндаване, но только чистые души могут видеть их. And his manifest pastimes, like when he was on the earth 5,000 years ago, are, during those pastimes, everyone can see him, even demons. А его проявленные лилы, такие как когда он был на земле 5000 лет назад, это лилы, во время проведения которых каждый мог видеть его, даже демоны. Thakur says that in his unmanifested pastimes, which only pure souls can see, Krishna never leaves Vrindavan. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что в своих непроявленных лилах, которые могут видеть только чистые души, Кришна никогда не покидает Вриндаван. Manifest pastimes, like 5,000 years ago, he leaves and he doesn't come back. Но в своих проявленных лилах, как 5000 лет назад, он уходит, он покидает Вриндаван и не возвращается. So Prabhupada confirms this, that he doesn't come back in Upadeshamrita verse number 10, purport. Прабхупада подтверждает это, что он не возвращается в Упадешамрите, в комментарии к 10 стиху. Prabhupada writes, Прабхупада пишет: Indeed, sometimes Krishna puts the gopis into extreme suffering by separating himself from them. Nonetheless, they cannot forget Krishna. When Krishna left Vrindavan for Mathura, the gopis became most dejected and spent the rest of their lives simply crying in separation from Krishna. Действительно, иногда Кришна подвергает гопи крайним страданиям, разлучая себя с ними. Тем не менее, они не могут забыть Кришну. Когда Кришна уехал из Вриндавана в Мадхуру, гопи впали в крайнее уныние и провели остаток своей жизни просто плача в разлуке с Кришной. So today we're dealing with a pastime, or where the theme is that Krishna doesn't return to Braja, but Balaram does. Сегодня мы говорим о лиле, или касаемся темы о том, что Кришна не возвращается во Брадж, а Баларама возвращается. And the minute Krishna enters into Braj, he says to some very surprised cowherd boys, "What's the good news?" И как только Кришна входит во Брадж, он говорит очень удивленным мальчикам-пастушкам: «Какие хорошие новости!» Actually, this pastime is described in its entirety in Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 65, and also in the famous scripture called Harivamsa. Эта лила полностью описана в Шримад Бхагаватам в 10-й песне 65 главе, а также в известном писании Харивамша. In those two shastras, it's explained that after the departure of Krishna and Balaram from Mathura and Dwarka, the residents of Vrindavan were experiencing intense pangs, feelings of separation from Krishna and Balaram. В этих двух шастрах объясняется, что после отъезда Кришны и Баларамы в Мадхуру и Двараку жители Вриндавана испытывали сильную боль, чувство разлуки с Кришной и Баларамой. And Krishna and Balaram were feeling the same feelings of separation from the Brajabasis. А Кришна и Баларама испытывали те же чувства разлуки с Враджаваси. So, according to Srila Jiva Goswami, one day Balaram revealed to Krishna his desire to return to Braj. По словам Шрилы Дживы Госвами, однажды Баларама открыл Кришне его желание вернуться во Врадж. So Krishna said to him, "Be patient, my brother. Today or tomorrow I will send you there." Кришна сказал ему: «Будь терпелив, мой брат. Сегодня или завтра я отправлю тебя туда». But a few days later they were walking together and Balaram started to cry. Но через несколько дней они гуляли вместе, и Баларама начал плакать. And he said to Krishna, И он сказал Кришне: "My dear brother, how is it that you have not returned to Braj? Our father and mother's hearts have been burning in separation from you. I don't understand your intentions. It seems as if you have forgotten all of them."
Мой дорогой брат, как случилось, что ты не вернулся во Врадж? Сердца наших отца и матери горели в разлуке с тобой. Я не понимаю твоих намерений. Кажется, что ты забыл So then их Krishna всех. said something that's become very famous. Затем Кришна сказал то, что стало очень известным. Hanta hanta nirantaram anta ritam katam anta ritam karavani. Krishna says, alas, alas, Vrindavan dwells always within the chambers of my heart. How can I ever forget Vrindavan and the residents there? Кришна сказал, увы, увы, Вриндаван всегда пребывает в глубине моего сердца. Как я могу забыть Вриндаван и его жителей? But Nanda Maharaj has instructed me that I should not disobey our parents, Vasudeva and Devaki, in Dwarka, who will never allow me to return to Braja. Unable to go against the wishes of my parents, I cannot return, but I am greatly suffering. If somehow you can get them to change their desire, then in great happiness I shall depart for Vrindavan immediately. Но Нанда Махарадж дал мне наставление, что я не должен ослушаться наших родителей, Васудеву и Деваки в Двараке, которые никогда не позволят мне вернуться во Врадж. Не в силах пойти против воли моих родителей, я не могу вернуться, но я очень страдаю. Если каким-то образом ты сможешь сделать так, чтобы они изменили свое желание, тогда в великом счастье я немедленно отправлюсь во Вриндаван. So Balaram went to Devaki and Vasudeva, and he actually asked them if he and Krishna could return together to Vrindavan. Баларама отправился к Деваке и Васудеве, и он действительно спросил их, могут ли они с Кришной вместе вернуться во Вриндаван. After thinking about the proposal for a few minutes, Vasudeva and Devaki agreed that Balaram could go, but out of fear that Krishna would not come back to Dwarka, they said Krishna could not go. Подумав над предложением в течение нескольких минут, Васудева и Деваки согласились, что Баларама может поехать, но из страха, что Кришна не вернется в Двараку, они сказали, что Кришна не может You поехать. can go, but Krishna can't go. Ты можешь поехать, а Кришна не может поехать. In his Sarartha Darshani commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam, it's very interesting. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes in the same spirit. He writes, quote, Krishna's beloved girlfriends are famous for their pure ecstatic love, and his parents in Braja are extremely protective of him. Krishna is controlled by pure love. So how will he be able to leave them and come back to Dwarka? Это очень интересно. В своем комментарии Сарартха Даршани на 10-ю песнь Шримад Бхагаватам Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур пишет в том же настроении. Он пишет, цитата, «Возлюбленные подруги Кришны славятся своей чистой экстатической любовью, а его родители во Врадже очень привязаны к нему. Кришна послушен чистой любви. Так как же он сможет оставить их и вернуться в Двараку?» So at this point, one may question how Balaram himself could leave Krishna behind and return to Braj alone. Здесь можно задаться вопросом, как сам Баларама мог оставить Кришну и вернуться во Врадж один? I mean, they're so close, Krishna and Balaram, how can they separate? Я имею в виду, что они так близки, Кришна и Баларама, как они могут разлучиться с ним? Often we address them together as the Supreme Personality of Godhead. Мы часто обращаемся к ним обоим как к Верховной Личности Бога. Krishna is bluish black like a monsoon cloud, and Balaram's white like an autumn cloud. That's the only difference between them. Кришна истинно черный, как дождевое облако, а Баларама белый, как осеннее облако. Это единственная разница между ними. How could they separate? Как они могли разлучиться? Actually, in Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter 5, text number 4, Balaram is referred to as Dvitiya Deha. It means he's the second body of Krishna.
В Чайтанья-чаритамрите Ади-лила в 5 главе, в 4 тексте Баларама упоминается как «двитья-деха», что означает «второе тело Кришна». So how could he leave his younger brother? Как он мог оставить своего младшего брата? So the answer to that question is found in the first verse of the 65th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Ответ на этот вопрос находится в первом стихе 65 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. In that verse we find the word utkantaha. Utkantaha means intense eagerness. В этом стихе мы находим слово «уткантаха». «Уткантаха» означает «сильное желание». It's describing Balaram, that he had such intense desire, such intense eagerness to return to Vrindavan, that his, quote, sobriety, his discrimination, and sense control had vanished. Он описывает, что у Баларамы было такое сильное желание, такое сильное стремление вернуться во Вриндаван, что его уравновешенность, его проницательность и контроль чувств исчезли. Of course, we should see these things in a transcendental way, facilitating rasa, facilitating love. Несомненно, мы должны видеть эти вещи трансцендентным образом, помогающими или способствующими расе, способствующими любви. But he had such a strong desire to go to Vrindavan that he was willing to leave Krishna behind. У него было такое сильное желание отправиться во Вриндаван, что он был готов оставить Кришну позади. But Krishna himself was actually inclined to let Balaram go. Но в действительности сам Кришна был склонен отпустить Балараму. He knew that Balaram's presence in Vrindavan made Vrindavan even more auspicious. Он знал, что присутствие Баларамы во Вриндаване делает Вриндаван еще более благоприятным. And gave great pleasure to the Brajabasis. И доставляет большое удовольствие Браджабасе. And so Krishna quoted a verse that he had previously said in Vrindavan in Balaram's company. Кришна процитировал стих, который он раньше произносил во Вриндаване в обществе Баларамы. Quote, "This earth has now become most fortunate because you, Balaram, have touched her grass and bushes with your feet, touched her trees and creepers with your fingernails, and because you have graced her rivers, mountains, birds, and animals with your merciful glances. But above all, you have embraced the young cowherd women between your two arms, a favor hankered after by the goddess of fortune herself." Как повезло этой земле! Ты, Баларама, касался ее травы и кустов своими стопами, а кончиками пальцев дотрагивался до деревьев и лиан. Ее реки, горы, птицы и животные благословлены твоим милостивым взглядом. Однако самую большую милость ты оказал юным гопи, когда сжимал их в своих объятиях. Сама богиня процветания мечтает о такой удаче. So he said, "Go." Поэтому он сказал, иди. He actually said, quote, "Although I have consoled the people of Braj through the mouth of Uddhava, you must also give sweet instructions to them. Now get on your chariot alone and go quickly, so that no one will see." Он сказал, цитата, «Хотя я утешал жителей Враджа устами Удхавы, ты также должен дать им сладкие наставления. А теперь садись на свою колесницу один и поезжай быстро, чтобы никто не увидел». And as he was leaving, Krishna actually accompanied him for some distance with tears in his eyes, but at one point turned around and went back to Dwarka. Когда он уезжал, Кришна сопровождал его на некоторое расстояние со слезами на глазах, но в какой-то момент повернул обратно и вернулся в Двараку. Now the Shastras say that Balaram went so quickly on his chariot to Vrindavan that, quote, "other travelers on the road could barely see him." Шастры говорят, что Баларама так быстро ехал на своей колеснице, что другие путешественники на дороге почти не могли его увидеть. And the Harivamsa says that before entering into the Vrindavan forest, Balaram stopped and he changed his opulent princely dress of Dwarka for that of a cowherd boy in Vrindavan.
Харивамше говорится, что перед тем, как войти в лес Вриндаван, Баларам остановился и сменил свою роскошную царскую одежду Двараки на одежду мальчика-пастушка Вриндавана. Now word quickly spread that Balaram had arrived back in Vrindavan, and everyone was, of course, very happy, but they were sad that Krishna wasn't with him. Весть о том, что Баларама вернулся во Вриндаван, очень быстро распространилась. И все, конечно, были очень счастливы, но в то же время всем было грустно, что с ним не было Кришны. Yeah, they were happy and they were sad at the same time. Они были счастливы и грустны одновременно. But they were grateful that Balaram had sacrificed, Krishna's association to come be with them. Но они оценили тот факт, что он пожертвовал общением с Кришной, чтобы быть с ними во Вриндаване. And there's a beautiful verse like that in the Srimad Bhagavatam, appreciating the sacrifice of Lord Balaram. В Шримад Бхагаватам приводится замечательный текст, стих, который описывает эту жертву Баларама. Let us repeatedly glorify Lord Balaram. Although he is the original personality of eternal bliss, Nityananda, he felt pained by his love for the residents of Braja, and thus he went to see them, even at the cost of leaving Lord Krishna. Давайте же вновь и вновь прославлять Господа Балараму. Он изначально олицетворение вечного блаженства, Нитьянанда, но тем не менее любовь к жителям Враджа причиняет ему боль, поэтому он отправился увидеться с ними, несмотря даже на то, что ради этого ему пришлось расстаться с Господом Кришной. So then the Brajabasis, they brought Balaram to a quiet place, and they let him bathe, they fed him, they offered him betel nuts. Затем Враджаваси отвели Балараму в спокойное место, он принял омовение, они накормили его и предложили ему орехи бетеля. And the next day, Balaram separately visited all the houses of the residents of Vrindavan to meet everyone. На следующий день Баларама по отдельности посетил все дома жителей Вриндавана, чтобы встретиться со всеми. But the people were always saying that we had faith that today or tomorrow the two of you would return. We have passed our time in that way only, maintaining our lives, holding your feet, Balaram. We pray that one day you bring Krishna back from Двараке. Люди постоянно говорили: мы верили, что сегодня или завтра вы оба вернетесь. Только так мы проводили время, поддерживая свою жизнь. Держась за твои стопы, Баларама, мы молимся, чтобы однажды ты вернул Кришну из Двараки. But the acharyas point out that Balaram was also sad. He was happy to be back in Vrindavan, but he was also sad. Но ачарья отмечает, что Балараме тоже было грустно. Он был счастлив вернуться во Вриндаван, но в то же время ему было грустно. Because Krishna wasn't there. Потому что там не было Кришны. In the acharyas they give this example. Ачарьи приводят этот пример. Even if a blind man experiences happiness through all of his senses, he is still not completely happy because he cannot see. Similarly, even though Balaram visited the home of the Brajabasis, he did not feel happiness within, for Krishna was the joy of life to both him and the people of Braja. Даже если слепой человек всеми своими чувствами испытывает счастье, он все равно не полностью счастлив, потому что не может видеть. Подобным же образом, хотя Баларама посетил дом Браджаваси, он не чувствовал внутреннего счастья, поскольку Кришна был радостью жизни как для него, так и для жителей Враджа. So a few days later, Lord Balaram went to see Krishna's gopis, hoping to pacify them in their feelings of separation from Krishna. Через несколько дней Господь Баларама отправился на встречу с гопи Кришны, надеясь успокоить их в их чувствах разлуки с Кришной. Does Krishna remember his friends, his father, his mother, his girlfriends, or even his house? Гопи спросили Балараму, помнит ли Кришна своих друзей, своего отца, свою маму, своих подруг или даже свой дом? We think not. But still our hearts keep following him. Мы думаем, что он не помнит, но все же наши сердца продолжают следовать за ним. But
But what is the use of speaking about him? And then they began to cry. Но какой смысл говорить о нем? А затем они начали плакать. So taking pity on the gopis, Balaram read a letter that Krishna had given him to give to the gopis. Проявив сострадание к гопи, Баларама прочитал письмо, которое Кришна дал ему, чтобы передать гопи. And the letter said as follows. В письме говорилось следующее. My dear gopis, all the messages that I have sent you after leaving are full of promises that I will return. My words cannot be untrue. I am most anxious to return. After killing the remaining 7 or 8 enemies of the devotees, I will come to Braja in 7 or 8 days. Мои дорогие гопи, все письма, которые я отправил вам после своего отъезда, полны обещаний, что я вернусь. Мои слова не могут быть неправдой. Я очень хочу вернуться. После того, как я быстро убью оставшихся 7 или 8 врагов преданных, я вернусь во Врадж через 7 или 8 дней. At that point, all the gopis looked at each other and they said, hopefully, maybe this time it's true. В этот момент все гопи посмотрели друг на друга и с надеждой в голосе сказали, может быть, на этот раз это правда. Maybe this time it's true. Может быть, на этот раз это правда. So Balaram's visit to Vrindavan essentially gave the residents of Vrindavan hope. Таким образом, визит Баларамы во Вриндаван, по сути, дал жителям Вриндавана надежду. And the Acharyas say that hearing such pastimes of Krishna and Balaram should give us hope. Ачарьи говорят, что слушание таких лил Кришны и Баларамы также должно дать нам надежду. That by hearing these pastimes, week after week for 14 months, our hearts will become purified, and when we have pure hearts, those pure hearts will attract the mercy of Krishna. Что, слушая его лилы неделя за неделей в течение 14 месяцев, наши сердца очистятся, и когда у нас будут чистые сердца, эти чистые сердца привлекут милость Кришны. And they give an analogy using Balaram's plow and Krishna's flute. Они приводят аналогию, используя плуг Баларамы и флейту Кришны. As we know, Balaram carries a plow and Krishna has a flute. Как мы знаем, Баларама носит плуг, а у Кришны есть флейта. So they say that with the plow of Balaram's mercy, we can pull out the weeds of material desires from within our hearts. Они говорят, плугом милости Баларамы мы можем вырвать сорняки материальных желаний из наших сердец. And when our hearts are freed of the weeds of material desire, we can cultivate the bhakti lata beads, the seed of pure devotion within our hearts. И когда наши сердца освободятся от сорняков материальных желаний, мы сможем взращивать бхакти лата бидж, семя чистой преданности в наших сердцах. That means we can water the seed with the sound of Krishna's names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Это означает, что мы можем поливать семя звуком имен Кришны. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. And then when some love comes, then that will attract Krishna's attention. И затем, когда появится немного любви, это привлечет внимание Кришны. And the Acharyas say that he will play his sweet flute, calling us back home, back to Sri Vrindavan Dham. Ачарьи говорят, что он будет играть на своей сладостной флейте, призывая нас вернуться домой, в Шри Вриндаван Дхаму. Just like you hear someone playing a flute in the forest and you know where to go to find that person. So Krishna will play his flute in Goloka Vrindavan that will lead us back to the spiritual sky. Так же, как вы слышите, как кто-то играет на флейте в лесу, и вы знаете, куда идти, чтобы найти этого человека, так Кришна будет играть на своей флейте на Галоке Вриндавана, это приведет нас обратно в духовное небо. And of course we have a good guide to take us through the forest of material existence to the Vrindavan forest in the spiritual world. And that is Srila Prabhupada. Конечно, у нас есть хороший проводник, который проведет нас через лес материального существования в леса Вриндавана, в духовном мире, и это Шрила Прабхупада. So again, these pastimes are meant to give us hope that we can achieve the supreme destination.
И еще раз, эти лилы существуют, чтобы дать нам надежду на достижение высшего предназначения. In the past, many great souls have achieved that goal, and many fallen souls have also achieved that goal. So we can have hope. В прошлом многие великие души достигли своей цели. Многие падшие души также достигли своей цели. Так что у нас может быть надежда. We should never give up hope. Мы никогда не должны терять надежду. And there's a very relevant verse that we can finish with today, which gives us hope. Есть один очень важный стих, которым мы можем закончить сегодня, который дает нам надежду. Он находится в «Нектаре преданности» в 18 главе. Это известный стих. I have no love for Krishna, nor for the causes of developing love for Krishna, namely hearing and chanting. У меня нет ни любви к Кришне, ни даже привязанности к тому, что развивает любовь к Нему, слушанию повествования о Кришне и прославлению Его. And the process of bhakti yoga, by which one is always thinking of Krishna and fixing his lotus feet in the heart, is also lacking in me. Метод бхакти-йоги, помогающий человеку постоянно думать о Кришне и поместить его лотосные стопы в свое сердце, также очень далек от меня. As far as philosophical knowledge or pious words are concerned, I don't see any opportunity for me to execute such activities. Что же касается философского познания или благочестивой деятельности, то я не вижу для себя никакой возможности заниматься этим. But above all, I was not even born in a good family. В довершение ко всему, я не могу похвастаться даже хорошим происхождением. Therefore, I must simply pray to you, O Gopichana Bhalaba, Krishna, maintainer and beloved of the gopis. I simply wish and hope that some way or other I may be able to approach your lotus feet. And this hope is giving me pain because I think myself quite incompetent to approach that transcendental goal of life. Поэтому мне остается только молиться тебе, о Гопи Джана Валабха, Кришна, защитник и возлюбленный Гопи. Единственное, чего я хочу и на что надеюсь, это любой ценой приблизиться к твоим лотосным стопам. И эта надежда причиняет мне боль, так как я считаю себя недостойным даже приблизиться к этой трансцендентной цели жизни. And then finally, Srila Prabhupada comments. И затем, в заключение, Шрила Прабхупада комментирует. The purport is that under this heading of Ashabandha, one should continue to hope against hope that some way or other he will be able to approach the lotus feet of the Supreme Lord. Смысл этого высказывания в том, что, вооружившись Ашабандхой, человек должен продолжать надеяться, что достигнет лотосных стоп Верховного Господа даже тогда, когда надеется как будто не на что. So sometimes a devotee may feel up, sometimes a devotee may feel down, even while practicing Krishna consciousness. Иногда преданный может чувствовать себя на подъеме, иногда преданный может чувствовать себя подавленным, даже когда он практикует сознание Кришны. Never lose hope. Но никогда не теряйте надежды. We're at the right place at the right time doing the right thing. Мы находимся в нужном месте, в нужное время и делаем правильные вещи. We're on the path back home, back to Godhead, and again we have the perfect guide, Srila Prabhupada. Мы на пути обратно домой, обратно к Богу. И, как я уже сказал, у нас есть идеальный проводник Шрила Прабхупада. And we hope that all these classes we are giving will inspire you and increase your hope that maybe even in this one lifetime we can make it back to Godhead. Мы надеемся, что все эти лекции, которые мы проводим, вдохновят вас и увеличат вашу надежду, что, возможно, даже за одну эту жизнь мы сможем вернуться обратно к Богу. And then all these things we're hearing about Vrindavan's forest, it'll appear just before our eyes. И все то, что мы слышим о лесах Вриндавана, предстанет прямо перед нашими глазами. That's the goal. Это цель. Vrindavan. Вриндаван. So thank you so much, Prabhus. I hope that you enjoyed this lecture today. And we'll go back to researching, and we'll see you in a couple days with more glories of Shri Vrindavan Dham. Большое вам спасибо, Прабху. Надеюсь, вам понравилась сегодня эта лекция. Мы вернемся к изучению и увидимся через пару дней с другими рассказами о славе Шри Вриндаван Дхамы.
We'll wander through a few more forests in a few days. Через пару дней мы будем бродить по еще нескольким лесам. Shishi Gauranitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Rasham Sundar ki, Vrindavaneshwari, Srimati Radharani ki, Shri Krishna Balarama ki, Gaur Premanandi, Jai Jai Sisi Radhe, Sham 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 Sham. Hare Krishna. Шила Гурудева ки джай.